Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас уже 31 мая 2022 года. Позади вчерашнее новолуние. А 28 июня 2022 года по просьбе наших зрителей, подписчиков мы рассказывали о важных 2 днях перед новолунием. 30 мая, которое вот было сейчас, позади уже. Мы, напомню, говорили о том, что предпоследний день Гекаты – это предпоследний день Луны, и он связан со стихией воздуха. А что такое воздух? Это движение потока, это подготовка, это парение в воздухе перед скачком, перед перемещением Земли, всего сущего в Земле и на Земле в новое качество. Второй день Гекаты непосредственно перед самим новолунием связан со стихией огня. Огонь что делает? Очищает от всего старого, энергетически сжигает ушедший цикл во имя последующего нового рождения, нового цикла Луны. Вот поэтому 2 суток мы не используем для посевов и посадок растений. Это очень сложные дни, даже если эти дни выпадают на периоды плодородных знаков зодиака. И как раз выпадало это время на знак Телец. Но это мы делаем с вами и подсказываем на основании экспериментов с семенами и с растениями. И мы этими экспериментами, подсказками, опытом делимся с вами. Казалось бы, с этим периодом до новолуния уже все стало ясно и понятно. Но наша подписчица Татьяна написала вот такое возмутительное сообщение. Если новолуние будет 30 мая, то значит уже 31 мая и 1 июня могу сажать и сеять все, что мне захочется. Почему в ваших посевных агрогороскопах после новолуния зарисованы красным цветом еще 2 дня? Что-то здесь не так, вы мутите что-то. Ну что ж, давайте разберемся еще и с этими 2 днями Гекаты после самого так называемого новолуния. Все в нашей жизни на Земле связано с известными 4 стихиями. Земля, вода, воздух и огонь. Луна проходит в течение лунного месяца через все 4 фазы. Кстати, первая фаза или первая четверть по-разному называют, это время нахождения в стихии Земли. Вторая фаза связана со стихией воды, третья фаза со стихией воздуха и 4-я фаза со стихией огня. Все связано со стихиями. То же самое происходит и с умиранием старой Луны и рождением новой. Только здесь умирание происходит в стихиях воздуха и огня в 2 дня до новолуния. А процесс рождения длится тоже 2 дня. Нужны для этого еще 2 стихии, которые мы не назвали – стихия земли и воды. Те, кто проходил процесс беременности и время рождения, обращаюсь к женщинам, к рождению ребенка, помнят, что появлению малыша предшествуют схватки, отход околоплодных вод и появление самого этого малыша, прекрасного нового человека на Земле. Это процесс, который занимает определенное время. Да, это определенное время разное у каждой женщины, но оно есть это время. Точно так же рождается и новая луна каждый лунный месяц. Вот 3-й день Гекаты, день сразу после новолуния, он связан с Землей, а 4-й день связан со стихией воды. Вот вы и собрались уже все 4 стихии. В это время, к концу 4-го дня Гекаты, сама Земля и все живое на Земле, то есть человек, птицы, животные, растения, семена, вернее их души, у всего сущего на Земле и в Земле есть душа. Это душа Творца, у каждого своя, только рожденная, только начинающая, и есть уже мудрые, разные есть души. Так вот, вот эти души в это время, когда вот проходят вот эти 4 дня Гекаты, все души напоминают
чистый, абсолютно чистый лист бумаги. Каждая душа в это время светла и невинна. Вот в этот момент на небе снова виден тоненький-тоненький серп. Это и есть тот истинный момент новомесячья. Вот с этого момента и можно начинать писать на чистом листе новую историю жизни для любой души. Сея семена, высаживая рассаду во время уже новомесячья, а это первая фаза новой луны, связанная со стихией Земли. А символом первой фазы Луны является богиня Артемида. Она связана непосредственно с Землей. Артемида – богиня девственной природы. Она любит таких людей, которые постоянно находятся на природе, тех, кто трудится на земле. Так что именно 1 июня после 14 часов 30 минут начинается вот это настоящее новомесячье, время покровительницы всех садоводов, огородников, цветоводов, всех, кто возделывает землю, всех, кто любит землю, кто высаживает лесные массивы. В общем, все, что связано с тем, чтобы облагородить землю, сделать ее зеленой, красивой, райским садом. Поэтому начинаем все посевы и посадку рассады 1 июня после 14 часов 30 минут, а лучше уже с 15 часов. Тем более, что Луна уже в это время будет находиться в плодородном знаке Рак. Более детально по культурам у нас есть агрогороскопы в плейлисте «Агрогороскопы на июнь 2022 года». Заходите на канал, выбирайте культуру, которая вам нужна, или агроприем, и рассматривайте эти агрогороскопы. Ну а тему сегодняшнего видео мы раскрыли, доказал, что 3-й и 4-й день, вернее сутки, вот эти сутки Гекаты – это время смирения, созерцания, осмысления и осознания уроков уходящего лунного месяца. И вот при завершении дней Гекаты мы начинаем писать новую историю нового лунного месяца. Какая эта история будет? У каждого будет своя. На вопрос нашей подписчицы мы ответили. И поэтому мы, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик, можем завершить это видео, пожелав всем вам мира в каждый дом, хорошей, благодатной погоды и хорошего вот этого прохода, нового входа в новый цикл, подготовки к этому входу. И, конечно же, замечательного, нового, продуктивного лунного месяца, который подарит вам хороший урожай в этом сезоне. Прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Пока-пока!